Лор Доты очень богат героями, которых Valve все еще не добавили в игру. Есть все различные комиксы, аниме и даже игры, основанные на доте. И я сейчас даже не про артефакт говорю. Где персонажей просто вагон и маленькая тележка, но те герои, о которых сегодня пойдет речь, уже есть в игровом клиенте, а это значит, что мне не придется делать модельки, анимации, звуки скиллов и даже реплики героев. Да что уж говорить, даже придумывать скиллы. В чем же секрет? Давайте разбираться. Итак, знакомьтесь, 4 лорда вселенной Dota Underlords. Анексис, хозяйка секретов, Джул, контрабандист из Айсрака, Хобген, пироманьяк и Энна, король трущоб. Все эти персонажи лежат в Доте примерно с 2020 года и имеют все составляющие, чтобы их добавили в игру. И да, скажу честно, саму Dota Underlords Valve потихо забросила, поэтому ожидать, что когда-нибудь эти герои выйдут в самой Доте, ну, достаточно глупо. Хотя шанс всегда есть. Но хочу напомнить, на чьем вы канале, и поэтому давайте же реализуем это. Ну все, дареные альпаки в губы не смотрят. У Дениса герой называется Джип. Ладно, у меня Актарин будет, с ума не сойду. Ну и первым делом мы открываем Dota Underlords и, выделяя героев мышкой, вот таким вот образом переносим в Доту. Готово. Теперь, когда герои добавлены, осталось разобраться в их скиллах. В отличие от самой доты, здесь у героев больше 4 обилок. А также, прокачивая таланты, скилл может как бы видоизмениться, улучшиться в прямом смысле, поменяя иконку. Очевидно, что такое мы использовать просто не будем, и все дополнительные скиллы можно просто засунуть в шарды или аганимы. Спойлер, я этого не сделал. Ну а раз из целого ряда скиллов нам нужно взять только 4, то брать я буду самые ключевые и интересные для каждого героя. Хочу напомнить, что идеи скиллов не будут браться из головы, как это было обычно. Это тупо те кнопки, которые уже есть в Dota Underlords, которые Valve уже придумали с их анимациями, звуками и партиклами. То есть по факту герои уже готовы, и давайте же на них посмотрим. Кстати, эти 4 героя получились настолько прикольными, что я думаю снять отдельный ролик, как мы обычно это делаем в формате 1x5. Позвать 4 разных гостей, чтобы каждый сыграл на одном из этих героев и попытался выиграть. Ну и давайте 40 тысяч лайков, и я сразу же выкладываю этот ролик. Поэтому, ребята, подождите. Один из самых интересных персонажей из Dota Underlords для меня это Энна. Да, герой очень похож на белку, но это лишь на первый взгляд. Энна это стандартный герой ловкости, рейнджевик и имеет только 4 скилла, первый из которых это Poison Spin. Энна взмывает воздух и, крутясь, плюется во врагов, нанося сначала стартовый урон, а потом и периодический, отравляя цели. Важно то, что находясь в воздухе, Энна неуязвим, и таким образом можно что-либо задоджить. А также сам прыжок совершается слегка вперед, что позволяет перепрыгивать хайграунды или деревья. Второй скилл это искусство побега, хотя Google перевел этот спелл как художник по побегу, но мне мой вариант нравится больше. Энна использует свой гарпун, выстреливая куда-то вверх, и таким образом улетает за карту. Далее, находясь сверху за мапой, он может выбрать, в каком месте приземлиться. Чем-то напоминает второй спелл Void Spirit, только там он уходит под карту и может вернуться через вот эти круги на земле. У нас же никаких оповещений подобных нет, ограничения только в рейнже скилла. Ну и да, по приземлению Энна наносит урон, а также оглушает цель. С ультой Энна же вышла неоднозначная ситуация. Было 2 скилла, которые подходили под эту роль, но в итоге я выбрал спелл под названием «Хвать». Энна выстреливает своим гарпуном во врага, воруя у него самый дорогой предмет в инвентаре. Крутость этого скилла описать трудно, баланс, кстати, тоже. Именно поэтому в доте подобных скиллов, как мне кажется, не существует. Но у нас ролик на ютубе, и поэтому почему бы и нет. Я хочу посмотреть, как против этого будут играть соперники и как будет играть сама Энна. Ну и третий скилл это переделанная повальная атака из оригинальной версии. Все дело в том, что спелл как-то слишком сильно выглядит. Он должен связывать всех врагов вокруг, и Энна как бы их атакует, что представить в доте сложно. В общем, это был бы тоже ультимейт. Именно поэтому его я переделал вот в такую пассивку. Атакуя врага, Энна может его подвесить, при этом входящий урон по подвешенной цели увеличен. Достаточно прикольный скилл и по факту не сильно изменился.
Anessix — это прямо лицо Dota Underlords, и несмотря на это герой, как мне кажется, 5-й позиции. Персонаж имеет очень много хилящих способностей, а также суммонов, все различных демонов. Причем какой-то отдельной модельки на этих демонов в игре нет. Везде используется или Голем Варлока, или Некрономиконы, но этого я просто не добавил. Итак, первым скиллом Anessix наносит Burst урон, который тем больше, чем больше Anessix хп, а также отключает все пассивные способности врага. Второй скилл призывает демонов за каждого убитого юнита рядом с Anessix. Сами демоны тем сильнее, чем больше хп у Anessix. Это, кстати, будет достаточно часто встречаться. Третий скилл прокачивает сразу 2 обилки. Это спел на различные виды хила, а также его переключения. Например, выбрав иконку с зеленым хилом, нажимая, мы будем восстанавливать хп всем вокруг себя, но при этом сами потеряем хп. Выбрав картинку с маной, то восстановим ману всем вокруг себя, но потеряем хп. Ну и последний вариант — это хил самой себя, но за ману. Ультимейт же призывает огромного демона, который атакует только выбранную цель и больше никого. Демон очень сильный, и все его показатели зависят от хп Anessix. В общем, вы поняли. Герой должен собираться через жир, и тогда он будет максимально эффективен. Ну а теперь такой герой, как Джул. Герой по своим повадкам и лорной составляющей очень походит на смесь Тускара и Брюмастера. Очевидно, силовик, который, на удивление, имеет рейнжевой тип атаки. Я вначале этого даже не заметил, но Джул кидается бутылками во врагов, как бы из-под виски. Первый скилл. Джул заряжает свой кулак, слегка притягивая рядом стоящих юнитов, а далее мощно ударяет перед собой, откидывая всех, кого задел, на приличную дистанцию. Скилл очень сильный, но имеет огромный кастпоинт, и из-за этого его очень легко задоджить. Ну а третий — это бочки веселья. Нажимая этот спелл, Джул начинает танцевать верхом на бочке и призывать их по краям от себя. Поражая врагов, ты их дамажишь, а поражая тиммейтов, хилишь. Вроде все просто, но вот попасть во врагов, находящихся рядом с тобой, просто невозможно. И тут нам на помощь приходит кулак, который откидывает соперников на нужную дистанцию. Вот такое комбо. Именно поэтому я хотел рассказать сначала первый и третий спелл. Ну а второй скилл — это баф, с помощью которого Джул хилит себя и снимает негативные эффекты. Ультимейт же имеет название по одному, что лучше воспринимать буквально в этом смысле. Потому что чем больше врагов бьют Джула одновременно, тем сильнее он становится. У него вырастает хп реген, а также броня, и пробить его просто будет невозможно. И именно из этого я хочу проверить, что будет, если столкнуть Джула в игре 1 против 5, но это я сделаю только если вы соберете нужное количество лайков. Рошан был впервые предоставлен в Dota 2 в рамках The International 2012 года. В тот год Valve предложили уникальный предмет как награду за пожертвование на благотворительность. Игроки, которые пожертвовали определенную сумму денег, получали возможность его приобрести. Сейчас же у Бэйби Рошана 12 разновидностей, и самого дорогого из них можно получить абсолютно бесплатно прямо на Dota Loot. Открывай абсолютно новый бесплатный сундук каждый день, каждые 3 часа, и выбивай оттуда руны, которые поднимут тебя в топе игроков. Для доступа тебе достаточно пройти первое задание приключения, а именно подписаться на их соцсети, где они раздают промокоды и красивый шмот. За прохождение приключения ты гарантированно заберешь 3 случайные арканы, доступ к 3 бесплатным ежедневным кейсам с рунами и мега сундук за 55 тысяч рублей в подарок. Оттуда можно забрать самые дорогие предметы в доте, и все это по моей ссылке в закрепленном комментарии. Там тебя ждут 2 бесплатных предмета за первое задание и промокод с бонусом к пополнению баланса. Ну что ж, и последний лорд из вселенной Dota Underlords — это пироманьяк Хобгин. Герой похож на местного Джокера, который просто помешан на взрывчатке. И уже через первый скилл мы можем почувствовать всю шизанутость этого героя. Хобгин запускает бомбу в выбранную область, и еще 2 бомбы летят в абсолютно рандомные места от этого героя. Бомбы наносят урон, а также поджигают цели, но прикол этого скилла в том, что помимо энеми героев, урон от бомбы также получают и тиммейты Хобгина, хоть и в 50% размере. Кстати, всякие взрывы и прочее будут квадратного размера. Все дело в том, что мы достали их напрямую из Dota Underlords, а там само поле поделено на клетки, и как бы взрыв происходит на этой клетке. Второй скилл — это выгорание. Хобгин поджигает цель, нанося ей периодический урон, и если горящий враг подойдет к своему тиммейту, то пламя перейдет на него. Таким образом, в момент поджога лучше держаться подальше. Ну и третий скилл — это огненная броня, которая поджигает всех, кто атакует Хобгина, а также если Хобгин убивает под этим эффектом, то его собственная броня увеличивается
анимация. Что-то похожее есть у пассивки Пуджа. Ну и ультимейт Let's Go Crazy. Хопген максимально шизеет, увеличивая свою скорость атаки, дальность атаки, а также скорость бега. Все это делает Хопгена отличным кором, бьющим с руки. И если вы думаете, что кроме ульты у него больше нет предпосылок на то, чтобы быть кором, то вы ошибаетесь. Во-первых, этот герой универсал, а во-вторых, у него есть вот такой встроенный спелл, который доступен уже с первого уровня, и в лейте он очень неплохо так жарит. Ну а если вы хотите самостоятельно опробовать всех этих героев, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ведь там, во-первых, я рассказываю, как во все это поиграть, а во-вторых, завтра там пройдет голосование за следующего героя в режиме бога. Поучаствуй. Ссылочка будет в описании. Ну а теперь, когда скиллы героев нам полностью известны, я хочу, чтобы мы сыграли на этих персонажах, причем играть буду я, Бори Имбосик, Леша Грум и Денис Гусяр GK. Играть мы будем не первый раз, и играть мы будем 4 на 5. Но сборки, раскачку, как обычно придумаем в игре. Посмотрим, что из этого получится и можем ли мы таким образом выиграть. Ну и да, я случайным образом собрал 7000 ребят. Не очень хотел это делать, но вот так вот вышло. Из-за этого мы проиграли первую игру, но тем не менее она была прикольная, и я хотел вам немножко показать это вот, как Леша Грум исполнил в этой игре. Что такое Энно? Dota Underlords. Я играл в Dota Underlords очень много. Вот твоя задача на Энна сыграть, вот и все. А у врагов какие персонажи? Обычно. Чё я не на обычных? Ну, вообще, хочешь, можешь? Нет. Просто У Дениса герой называется Джип. Джу. Почему ты без ульты играешь? Значит, я? Да. Слушай, наверное, нечего воровать пока что на минуту игры. Ну ты чувака без сапога оставишь, без брейсера. Я лучше пел нажму, во-первых, в 3. Ну, ща возьму. Какой смог? Мне Да, нравится го. My Hero. Во второй же игре мы играли против этих же ребят, но на этот раз драфт у них был не такой удачный, и мы сыграли намного лучше. Хотел спать по аватаркам. Чуваки, там куча физы, это просто отлично, если чё. Вот. Я смотрю героев, мне даже не больше впадло играть против них, чем я уже против того драфта поиграл. Да разрулим, Лех, устроим, ну реально просто разгром. Эта игра для меня сложнее, это была фри, что игра. Если там был бы какой-то физовый кэрри по типу Луны, она возьмет типа манту бабочку, для меня это на этом. А если Гуля возьмет там типа Сашу Яшу, она мне сдалась. Или он возьмет Радик. Лех, халявная шмотка. Да понятно, что халявная, я же не говорю, что я же говорю просто, что можно лучше. Ну все, дареные альпаки в губы не смотрят. Ну реально ты отнимаешь у человека предмет, просто на него фармил, ну какая разница вообще, что это за предмет. Мы можем попробовать с тобой через твой первый, просто нужно... ну да, конечно. Сейчас, если спустится, зря потратил. Да мы сдохнем, тут беги. В смысле, потратил. Не, беркряк. Не, нормально, смотрите. Показывай. Ну, и чё? Мне кажется, мы бы их убили. Да иди нахуй. Го за... Да, у него там как это. Давай, бомбами его сейчас. Сюда! Ты еще двумя попал. Задрот, нормально. Двумя это четенько было. Если что, каждый из участников знал скиллы героя заранее. Тем более, что мы играем уже вторую игру. Катка вообще, да, у нас не идет. Он умирает на Фурионе, смотри. Я убью один. Добежь. Эмбер с нами бомбу дожит, это нечестно. Будь брить. Надо. Фурион мидя. Короче, я чуть пропущу твою линию сейчас. Ух, задрот какой. Ой, хорошо. Все, давай. Фура бот тэпается на обычной тэпке. Ебать, я тремя попал по типу. Давай. Есть? Он Фурион до конца. Он сейчас будет поднять. Я его не трачу поднять. Его подниму. Там еще тэпается Марси. Марси у нас. Мы сейчас еще убьем. Давайте распылы Балнара. Да. Мы сейчас убьем Балнара. Врет, не врет? Ух, ебать, сгорел. У меня подлетает айтемы. Добей, ладно. Держитесь, ребятки, скоро буду помогать. Начнем первый, просто так дави. Надо Фуриона бить. Я просто вызываю пока. У меня есть тэпка есть еще, но это надо, чтобы по таверам движняк происходил. Фуриона, Марида, Фуриона. Если что, плюса в мид не будет, да? Ну, у меня нет контроля даже. Я бы шестым что-нибудь сделал. Я шестым под кого-нибудь искал. Понял. У меня все nice, guys. Давайте. На Балнара будет плюс. Я ему пассивку бы отрубил, блядь, но не секунд, смог да? нажать первым. Не нажал первый, да. Бля. Я табэкаюсь на активку. Марси, чек. Давай. Даю. Меня убил ты. Даю.
Нормально, нормально. Ты просто меня убил, Борь. Они послетают сейчас. Найс, найс, найс. Бустим Леху. Нормально, нормально. Есть, да, пассивочка. Эмбер, может быть, у вас. У него игры нет, он должен находить себе катку где-то. Все, у меня есть 6. Чуваки, у меня есть 6, нам нужно кого-то убить под мой ульт. Я так не понял, что именно твой ульт делает? Я типа жму в чела, и это до него вешается метка моего голема. И голем типа бежит за чуваком, все, он только его хочет убивать, понимаете? Я подойду под бот сейчас. Мида у них нет, бот всех отобьем. Бегу, бегу. На мне надо 2 секунды. Подхожу, подхожу. Тут, сейчас выдам. Давай, давай. Давай, Марси отработаем. Я ульт на других нажму. Мы еще и других развернем. Лех, подразвернем как-то? Я подстанем. Вижен будет, давай, найс. Мене 100 хп сзади, смотри. Так и за ним бегает чел, ну да, его не догнать, к сожалению. Стоп, а раньше хватит? Он идет дохнуть от крипа. Какой же додик, он не так выживал. А меня схавают, нет? По-моему, нет. Я иду. А по-моему... Давай, давай. С тобой. Давай, давай. Еще в этом спел. Есть стик. Больно им. Найкса не добьем, да? Я с флаской, если что, я бы фласку дал кому-то. Найкса бы добить. О, хорош! Добить немного. Найкс выжил на 1 хп. На вот этом моменте мне даже показалось, что мы опять проиграем. При этом цель была вообще не запотеть, а просто показать скиллы героев. Я для этого даже их слегка переапал, но, как вы видите, враги дали бой. Ты у него, если сапог забираешь, ты типа можешь второй, и это, понял, сапог у него спиздить. А у тебя на выбор что забирать или на рандоме? Нет, ну самый дорогой предмет забирает. А на Эмбере ко мне мувается. Он вообще не двигается же, типа днем. Посмотрите, 295 МС у человека. Лех, сетап. Фас на него, фас. Просто пойти, он как будто бы замедлен, чувак. Хуем. Раздаю стиля. Я на Фуриона. Давай. И ему раздадим стиля. А Эмбер пришел тоже на раздачу? Найс. Так, как Солар переделали? Там теперь он... На себя можно жать, только у тебя только барьер дадут тебе, все. А тиммейтам даст скорость атаки, там. Да. Если он Солар, мы можем вообще идти драться с ним. Марси на мне. Его видно, пока... Пытается подраться. А вы на кого, ребята? Он время тебя не хочет. Они все вкинули, чтобы меня ебнуть. Если затрелись, вообще будет. Нет. Надо помочь не. Да, у меня нету скролла. Скролл 3 секунды 2. Я тэпаюсь. Я подхожу. Близко. Рядом с тобой надо оставлять их. О, бронет, смотри. Есть мана, появилась. Я у него спиздил. На Фуриона вижен. Даю. Все, номер. Go next. Давай. Кура-эмбер. Вот на меня влетел. Давай. Солар нажми, солар. А, он мне хп же даст. Да меня убил альпак. Ха-ха, Альпака 3 семерки, попрошу заметить. У меня уже стаков. Вот это хорошо, вот это вкусно. 12 стаков, 20 брони дает. Смотрите на вроде, го пройдем, мы сильнее. Мы сейчас сильнее, чем они. У них нет Балнара. Давай. Нашу. Ой, им очень больно. С меня просто Найкс пришел, это бэт. На меня сел. Я у него спиздил, армлет, наверное. Нет, молнии. Можем, да? У меня 2 секунды ульт, я сейчас разверну. Давай. Давай, работаю. Работаю по ним. Работаю. Хорош. Найс, лосой. Знаете, кого мне напоминает персонаж Бори, короче, вот именно визуально, вот башкой своей. Короче, Джан Крет из Overwatch, если вы помните. Че, в тупую заберем? Он не туда тэпнулся, Лех, вообще не туда. Надо ему это показать и доказать. Не могу. 0 весов. На меня бежит. Мы убьем его. Я хочу выйти, Лех. Там Балнар в спине на меня бежит. Собьет, не успеет. Есть стан? Подстанил. Фух, лучший. Ебать, как я на полсекунды улетел. Бля, я уже на том свете был. А я бегу, я вот тут подойду. Я оба так спиздил у него. Бегу. Замедлил. Бегу. Сейчас буду. Мне РНЖ хватит. Давай. Даю по нему. Уже летит дэмэдж. Я встанил его. Опять Балнаров. Я чисто ботинок спиздил. Ну да, чувак не двигается. Торментора смысла нам нет, но можно, чтобы им не отдать, просто ради голды. У меня чувак бьет Торментора, бейте, пока тут эти. Че он встал? Они не правы. Давай, выдадим. Выдадим мясо. Меня фокусит, По Найксу чуваки. работаю. По Найксу. Я ему пассивку вырубил. Нихуя, я всех убью. Бает Найкса. Сейчас Найкс придет, но он ничего не сделает. А, он не придет. Боже, нет шардов, реально. А нам деньги дали за это? А, ну да, нам дали деньги.
Это вот. Третий Рош, я побью один. Я могу сказать так, что в первой игре было веселее смотреть, как Леша ворует хуйни всякие смешные. В этой игре такого нет, в этой игре Боря рейд-кликом разъебывает. Сейви меня, у меня подлетает грибнир. Смотри, мы сейчас убьем Балнара. Я сейвлюсь. Смотри, Балнара вместе. Я к вам подойду драться. Балнара, Денис. Ты обещал! Ну, я на Баланара нажал. Да, поживее, сейчас выдам прикол. Элби! Додумались до блейдмейла. Ебать, гуле хуёво. Сейчас сам себя убью. Я Весел начарджил, спиздил Весел, чарджил, зажал. Реально? Смотрите, го. Ребят, я сейчас так сделал нахуй. Это никого. Где Боря? Го собьем, у нас Боря нет. Гоу, фру просто убьем под фонтаном. У меня нет хп, я ушел уже. Лех, пошли подеремся. Там 1000 хп, но я бы убил бы всех, если бы я был. Да пойдем, похуй. Не, интересно, убьют или нет? Вот мне кажется, что Дениса не убьют, если что. Дениса тяжело убить очень. Паркинг там дает. Только ты не попал. Ладно, Дениса не убить. Денис, прикрывай меня, бегут сзади там, да. Стой передо мной. Денис, я в нычке. Давай, там ебашь там. Денис, вернись. Да. Он меня ищет, если что, на Балнаре. Пусть они Дениса в пятером побьют. Вот мне интересно, они пробьют его или нет? Вот если 5 нападут. Там, мне кажется, не пробить. Проебали. Вот, иди дерись, Денис. Вот мне просто интересно, убьют или нет, в теории хотя бы. Мне не помогать, да? Не помогайте, вот просто понять хочу. Вот 1-1 можно его убить. А в пятером? А у него типа от количества героев, которые... Да, у него от количества героев, у него броня вырастает и хп-реген. Вот смотрите. Ну, 100 армора есть, да. Ты посмотри, как ему... Первый попробуй зарядить. Ну попасть же. Этот вшиво. Ладно, настало время помогать! Ладно, у меня Акторин будет, с ума не сойдут. Отстаньте. Бомбовый удар! Дрил-авиация! Это дрил-авиация! А теперь я покажу, братишка. Раскрут. Без распрыжек на Балнаре это шоу. Это хорошо, что мне ты такого героя дал. Мне очень сильно понравился ультимейт. Без шуток, когда они придумали этот ультимейт, это просто вообще пушка. Почему такого в доте нет? Слушай, было весело. Но эта игра хотя бы была с эмоциями, с приколом. То порофлить, то по-серьезки. Вот такой получился ролик. Большое спасибо, что посмотрели. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Сами знаете, что нужно сделать. Вот, и ждите новых роликов. До новых встреч. Пока.